non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Ох, ребята, как же мне надоело сидеть на этом вечном, мокром, вечно ветреном острове, но при этом вечно зеленый, это может не радовать. И я решил на выходные рвануть в Рим. Собственно, чуть-чуть насладиться солнышком, хотя это все-таки зима, но тем не менее, да, чуть-чуть окультуриться. Попробую я проехать это все в эконом-режиме. Наши люди в булочную на такси не ездят. Конечно, не с палаткой, не со спичками, но все-таки постараюсь сильно не тратиться и посетить как можно больше достопримечалок за 2 дня. То есть это такой челлендж у меня небольшой. Потратить как можно меньше и увидеть как можно больше. То есть, собственно, об этом и будет мое повествование, об этом будет мое видео. Собственно, я не говорю. 3 утра. Птички поют. Ночь на дворе. Я ломлюсь на автобус, на ночной. В сторону аэропорта. Откуда я счастливый ломанусь, собственно говоря, в Рим. Поехали! Все, приехал Леха солнечную и безбилетную Италию. Купил билеты на автобус и мчится в центр. Билетики мне обошлись 3,20 на человека. Собственно, что еще об отеле? Он находится в самом центре, и у него очень сладкая цена, 782 евро за 2 ночи. То есть вообще шоколад. Также он находится в 10 минутах ходьбы от Колизея и в 5 минутах от центральной станции. Итак, Колизей – самая достопримечательная достопримечательность в мире. Без шуток, это самая посещаемая достопримечательность на планете. Начали строительство еще в 72 году нашей эры. Строили его 8 лет, ну, примерно как стадион «Зенита». Неплохо тогда. Как же удалось римлянам построить такую громадину, да и еще в те старинные времена? А все просто. Строили его 100 тысяч рабов-иудеев, что римляне пригнали из-за своего очередного римского похода. Вмещает амфитеатр свыше 50 тысяч зрителей. Имеет при этом 80 входов и выходов, что позволяет его заполнить за 15 минут и позволяет его освободить за 5-10 минут без какой-либо давки. Привет лужникам! Сооружение 4-ярусное. Каждый ярус был предназначен для определенного сословия. Некоторые места имели высеченные имена, так сказать, абонементы сезонные. В 200 метрах от Колизея находится Академия гладиаторов и госпиталь. Здание Академии и Колизей соединял 200-метровый подземный тоннель, по которому гладиаторы добирались до арены. Сама арена имела 2 подземных уровня, где ожидали своей участи животные со всего света и гладиаторы. Первая часть шоу состояла из охотников и животных. Потом на арену выходили гладиаторы. Вот такие вот кровавые времена были.
надо сказать, что многие гладиаторы были рабами и имели хозяев. Но встречались и свободные воины. Ох, я подозреваю, букмекеры процветали и в те старинные времена. К слову, то, что вы видите на экране, это всего 1/3 сооружения, так как 2/3 было утеряно. Билет в Колизей включает в себя посещение римских форумов. Вы сможете увидеть форумы в конце части видео про Колизей. И не забывайте поставить лайк этому видео. По Колизею теперь идут макароницы. Ну, собственно, по поводу Колизея. Билет в Колизей стоит 36 евро. Лучше его брать заранее, потому что там вечные очереди и очень много людей. Да? Мы взяли за 36 на человека с гидом. Гид женщина с шикарным английским, которая очень подробно все рассказала. Группа у нас была небольшая, нас всего было человек 6. И поэтому шутки-прибаутки и рассказывала историю, много чего узнал, очень позитивно. То есть, если вы знаете английский, то берите, конечно, с гидом. И гид расскажет про Колизей. Шикарная история. Только в путь. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Ma ci sento a dolcino d'amor. Фонтан Треви. Архитектурное сооружение в стиле барокко. Ежегодно власти Рима вылавливают из него около 1 миллиона евро. Ну вот и я решил добавить в копилочку. Фонтан Треви является самым крупным фонтаном Рима. Был построен по проекту Никола Сальвия. Пантеон, в переводе с греческого «храм всех богов», основан еще во II веке. Изначально языческий храм, но со временем он стал христианским, так как в Европе победило христианство, как мы все знаем. Здесь захоронены Рафаэль, Микеланджело и многие другие исторические личности Италии. Вход, кстати, в пантеон совершенно бесплатный. Руссо Туристо облика морали. Часть 2. Вторая часть марлезонского балета. Где-то 10 утра. Я, собственно, жутко спешу в Ватикан. Сегодня по плану посмотреть Ватикан и по возможности полетать. Надеюсь, меня за это никто не арестует. Об отеле, где я остановился. То есть, когда я выбирал отель, было несколько основных моментов. То есть, собственно, должно было быть дешево и сердито, должно было быть в центре. Обычно я беру завтрак в отеле, но почитав ревью на букинге, собственно, наверное, в 10 отелях, которые
мы смотрели, везде было написано, что ужасные завтраки в отеле. То есть поэтому мы завтрак не брали и постараемся поесть по пути в Ватикан. Ну, собственно, почему бы не насладиться итальянской кухней, когда ты в Риме всего пару дней. Так что, собственно, я думаю, пиццу и пасту они делают лучше всех на свете. Так что, ребята, если будете здесь, то наслаждайтесь едой и вином, конечно. Вот такую красоту покажу. Вот такое утро. Короче, в Ватикан мы взяли тоже заранее билеты, потому что боялись, что тоже будет очередь и все такое. Тем более, когда ты приезжаешь на 2 дня, у тебя время ограничено. Собственно, билет стоит 21 евро. Взяли мы его без гида, потому что, ну, по сути, Ватикан это музей. Представляете, что это примерно как в Эрмитаже ходить с гидом. Просто мы, в Эрмитаже вы просто умрете, да, с гидом ходить. Да, ну, я подозреваю, что Ватикан тоже здоровый музей, поэтому с гидом было бы очень долго ходить. Поэтому мы как-то взяли без гида. Билет Ватикана включает в себя Сикстинскую капеллу. То есть очень приятно ее будет посмотреть, конечно, но есть один минус. В Сикстинской капелле, говорят, запрещено снимать видео и фото. И, собственно, скорее всего, у меня оттуда ничего не будет. Но по Ватикану, по музею хожу, поснимаю. Да, до Ватикана я решил поехать на метро, потому что, собственно, я не говорю больше. То есть еду в сторону Ватикана на метро, потому что экскурсия заказывается на определенное время, да? Ну, вообще вход на определенное время. И просят быть за 15 минут до. Поэтому еду на метро. Обратно пойду, наверное, пешочком, чтобы просто насладиться Римом и этими маленькими итальянскими улочками. Музей Ватикана, а точнее комплекс музеев Ватикана. По ходу всей экскурсии по музеям Ватикана вы плавно перемещаетесь из одного музея в другой. В музеях собрано огромное количество экспонатов, что были собраны римскими папами на протяжении всего существования Ватикана. На ваших экранах вы можете видеть зал со скульптурами греческой мифологии и римской истории. Скульптура Нила с 16 детьми-притоками, крокодилами и сфинксами. Одним словом, великолепный светлый зал с множеством замечательных скульптур, замечательных авторов. Одним словом, если вы знакомы с греческой мифологией и с римской историей, этот зал вас абсолютно порадует. Вот такие живописные купальни были в Римской империи. Вот мы вышли в знаменитый дворик Бельведере. Великолепная скульптура Лаоконе и сыновей. Эта скульптура была найдена при раскопках дома Нейрона. Зал Ротонда. Купол напоминает пантеон, не так ли? Огромная 5-метровая чаша из порфира установлена в центре зала.
Возможно, служила для сбора воды, что стекал, собственно, с отверстия в куполе. На потолке многих залов музея находятся фрески с религиозной тематикой. Галерея географических карт вмещает в себя 40 полотен, где изображены владения католической церкви в эпоху папы Григория XIII. Мне кажется, очень инстаграмная экспозиция, и каждый инстаграмщик будет рад здесь поиметь фото. Зал непорочного зачатия Девы Марии с прекрасными цветными фресками на потолке. Лестница Брамонте. Современная лестница находится в музее Пио Клементино и служит выходом из музеев Ватикана. Балюстрада по краю лестницы выполнена из железа. Стеклянный купол над лестницей позволяет проникать свету и освещать ее. Что ж, я удачным образом заватиканился, посетил музей Ватикана. И теперь вот на площади Великого Петра. На площади Великого Петра нахожусь сейчас. На самом деле это площадь Святого Петра. Позади меня вы можете видеть собор Святого Петра. Кстати, вход в собор совершенно бесплатный. Но так как там была очередь, и после 3 часов посещения музея Ватикана мне уж очень не хотелось стоять в этой очереди и наблюдать за этим музеем. Собственно, время у меня было ограничено, и поэтому я по-быстрому пробежался по площади, насладился ее красотами и побежал дальше. Тем не менее, будет повод вернуться. Итак, мост и замок Святого Ангела. Пора бы привыкнуть, в этом городе все святое. Находится это архитектурное чудо в 15 минутах ходьбы от площади Святого Петра. Кстати, этот мост и замок попали в кадры фильма «Ангелы и демоны». Замок изначально задумывался как мавзолей, но со временем папы его отжали и, собственно, использовали как свою резиденцию. В данный момент там музей, который я не посетил, но полетал над музеем. Увы, но моя SD-карта меня подвела, и файлы мои, так сказать, пропали. У меня есть традиция, в каждом городе, куда я приезжаю, я обязательно захожу в магазин
футбольной местной команды и покупаю себе какой-нибудь став. Сейчас иду в магазин AC Roma и что-нибудь себе там прикуплю. Он, собственно, вышел из магазина, подзатарился слегка. Маленькие итальянские улочки. Если поискать, то можно найти прямо в центре Рима ресторан вот с такими вот ценами, вот с таким вот меню. Итак, Пьяцца Венеция. Этот памятник архитектуры был сооружен в честь объединения Италии. В центре архитектурной композиции вы можете созерцать памятник королю Витторио Эммануэль II, который объединил Италию. А здание позади памятника задумывалось как фоновое. Вот такой вот задничек. Я, кстати, оказался здесь в день объединения Италии и, собственно, частично созерцал полеты сверхзвуковых самолетов с дымом в виде итальянских флагов и частично видел церемонию в честь этого знаменательного события. Испанская лестница на Испанской площади. Лестница ведет к церкви Тринита дей Монти и к колонии непорочного зачатия Девы Марии. Ну а фонтан был возведен по проекту самого Бернини. Ну все, мои последние пару часов в Риме. Сейчас в метро, на центральную станцию и в аэропорт и домой. Собственно, итог хотел подвести. 2 дня, я думаю, недостаточно в Риме, потому что он настолько большой и охватить его весь нереально, но основные достопримечалки я посетил, отлично поел, попил, то есть шикарный город, но мне кажется, дней 5 на него надо так, чтобы спокойно, не спеша им насладиться. Так.
Набрел на магазин с Пиноккио.